Друзья, ну что ж, мы сегодня, конечно, тоже будем подводить некоторые итоги. А кто, как не легенда российской музыкальной журналистики, Илья Легостаев, с которым, я уверен, вы просыпались в своих влажных девичьих мечтах в 90-х, а сейчас сейчас вы в Одноклассниках и ВКонтакте смотрите, как же сейчас выглядят звезды 90-х. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, да. Так вот, Илья Легостаев, ведущий знаменитой программы «Голубь пера» и многих других телевизионных программ, и журналист газеты «Московский комсомолец» «Звуковой дорожки». Ну, Илюх, кому как не тебе высказать некие итоговые замечания? То, что же здесь случилось? Да. Ну, вообще, конечно, случилось то, что примерно все ожидали, что победит какой-нибудь голосистый или голосистая, не очень модный, вот такой вот располагающий своими там октавами, всем чем угодно. Вот. Но надо сказать, что Саро — это единственный человек во всем конкурсе, вокруг которого ходили слухи. Как интересно. Да. А какие? Ходили слухи, что его протежирует Филипп Бедросович, потому что Филипп Бедросович очень хочет с ним поехать на Евровидение от Армении в следующем году. Интересно. И сейчас... Это какие-то прям супер-инсайды мы сейчас... Да. И сейчас вот эта победа была бы им всем очень и очень кстати. Я беседовал с Саро, он сказал, что впервые об этом слышит, хотя план для него очень интересный. Вот из чего я сделал вывод, что все возможно. Удивительно, кстати, что он не говорит по-русски. Да, он, наверное, первый армянский участник «Новой волны», который не разговаривает на русском языке. Это так симптоматично довольно. Но что делать? Все молодеют, а мы нет, да. Так, еще что можно сказать, помимо победителя? Ну, мне, конечно, я был очень недоволен тем, что засудили российского модного парня по имени Макс Бокс. Мне кажется, очень крутой чувак, вот, и, ну, он не в контексте явно, потому что всякие Димаши явно не въезжали вот во всю эту специфику, и поэтому ему, конечно, откровенно засудили, а могли бы так не делать, вот. А еще, ну, тут все было как-то очень, мне кажется, вот опять же предсказуемо, что победит вот какой-то вот такой человек, потому что они все здесь такие, они все поют, они все улыбаются, они все одеваются в яркие одежды и могли бы делать то же самое ровно на первой новой волне. В таких же примерно шмотках, по-моему. Ну, а какие-то вот артистические дуэты, премьеры, я имею в виду звездные, тебя захватили твое внимание? Ну, мне кажется, концерт Билана был такой музыкально образующим на всем этом мероприятии, потому что это выглядело довольно модерново. То есть и многие кавер-версии были симпатичные, вот, и постановка была очень даже. То есть вот на фоне, мне кажется, остальных событий это выглядело очень так по-модному даже по-хипстерски. Еще можно сделать вывод, что у Билана какое-то вот невероятное чутье вот на всякие такие вещи, которые могли бы, хотя казалось бы. Ну да. Но вот перезагрузка вот такая с ним случилась. Не с каждым это происходит, между прочим. А так бы стал Валерием Леонтьевым. Многие еще, кстати, между прочим, нет, но у меня есть теория, что новым Валерием Леонтьевым станет Сергей Лазарев. Возможно. Вот мне казалось, что раньше они с Биланом туда и идут, вот примерно в эту сторону, бодрыми шагами. Вот. Но Билан вот с планеты Билан и с новым альбомом, он сумел как-то вот заделаться весьма модным и престижным парнем. Ну, я отмечаю это еще и творческий вечер Розенбаума, потому что там тоже было очень много необычных кавер-версий с новыми аранжировками. Я это называю легализацией шансона, потому что из него хотят сделать то оперу, то такую вот пафосную эстраду, то чуть ли не тяжелый рок. Вот. То есть все меньше и меньше это похоже на бряканье под гитару или на дешевом синтезаторе. Вот, так все это становится очень и очень респектабельно. Видите как? Вот, настоящий... Вот за что я люблю Илью? Потому что он всегда знает, как изящно сравнять всех с землей. Но при этом, чтобы никто не обиделся. Друзья, мы продолжим совсем скоро на прямом эфире здесь, на Красной ковровой дорожке. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.